Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала наволочку на подушку узором инь-ян. Вязала ее тунисским крючком 3,5 миллиметра. Размер подушки 30 сантиметров на 30. Вес наволочки 120 грамм. Вес с наполнителем подушки 240 грамм. Такую маленькую подушку я вязала, чтобы подложить под спину в кресло. А вы при желании можете связать и больше. Такие маленькие подушки можно использовать в детских колясках. А можно этим узором связать плед. Сшивала подушку трикотажным швом, петля в петлю. Для начала желательно связать образец. Вот у меня здесь 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. И только после этого стоит производить расчеты на изделие. Раппорт 18 петель и плюс 2 кромочные петли. Я буду набирать 90 петель, 90 делится на 18, то есть 5 раппортов и плюс 2 кромочные. Итого я должна набрать 92 петли. Тунисским крючком 4 миллиметра набираю 92 петли. А вязать изделие буду крючком 3,5 миллиметра. Итак, набираю 92 петли и 1 петля для подъема. Вы можете набрать чуть больше на тот случай, если вы вдруг ошибетесь. Впоследствии петли можно будет лишнее распустить. Почему я набираю одним крючком большего номера, а вязать буду меньшим номером, чтобы край не стягивался. Итак, набираю 92 петли плюс 1 петля для подъема. Итак, набрала я 93 петли и теперь вяжем тунисскими столбиками. Крючок 3,5. Итак, вяжем до конца ряда. И этих петель у вас должно быть 92. Итак, набрала я 92 петли. Вот здесь лишнее у меня осталось. Я ее потом распущу. И теперь закрываем тунисские столбики. Сначала провязываем 1 петлю, затем петлю и столбик. То есть провязываем 2 петли вместе. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд. Кромочная петля. Это нулевой ряд. И теперь будем вязать первый ряд. Беру светлую нить, у меня желтого цвета. Я буду говорить темный цвет и светлый, потому что у вас нитки могут быть другого цвета.
Итак, светлым цветом 6 петель. Причем нитка, которую я вяжу в данный момент на указательном пальце, а ту, которую буду тянуть, на среднем. Итак, 6 петель светлого цвета. Перекручиваем. Шесть. Вот теперь мы с вами вяжем первый ряд раппорта. Далее 4 петли темным цветом. Четыре. 2 петли светлым цветом. И 6 петель темным цветом. Шесть. Кромочную не считаем. Вот раппорт. 18 петель. И опять провязываем 6 петель светлым. Четыре темным. Две светлым. И 6 темным. Это второй раппорт. Итак, вяжем до конца ряда. Заканчиваю я первый ряд. 2 светлые провязала. И далее у меня должно быть 6 темных и 1 темная кромочная. Желтых здесь нет. Поэтому я светлый цвет оставляю. Шесть темных. Раппорт закончен. И кромочная должна быть. И теперь закрываем. Сначала провязываем одну, потом парами. Закрыли темные, теперь надо светлые закрывать. На указательный палец кладу светлый, провязываю, а темную подтягиваю. Теперь надо темные закрывать. Значит, темный на указательный. А светлый подтягиваю. И, кстати, хочу сказать, чтобы здесь, это изнаночный ряд мы вяжем,
чтобы ряд не стягивался изнаночный. И вот здесь придерживайте. Так, закрыли темные. Теперь берем светлую. Закрываем светлую, а темную подтягиваем. Закрываем темной, а светлую подтягиваем. Ну вот, в принципе, и все. И так закрываем до конца ряда. Заканчиваю я закрывать первый ряд. И вот смотрите, у меня в раппорте светлый цвет, но кромочная темная. У меня всегда темная будет идти по кромке. Значит, мне темную надо тянуть в край. И темной ниткой закрываю последнюю петлю. Второй ряд. 4 светлых. Четыре. Темную подтягивайте. 4 темных. Четыре. 6 светлых. Шесть. И 4 темных. Четыре. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда. И здесь, когда будете провязывать темным цветом, светлую можно не тянуть. Заканчиваю второй ряд. Провязала 6 светлых. И далее 4 темных и кромочные. Светлого не будет там, поэтому я его отставляю. И вяжу 4 темные. И за полупетлю, то есть за переднюю ножку, кромочная. И теперь закрываем ряд. Заканчиваю второй ряд. Надо закрыть желтыми, но темную протянуть сюда, на кромочное темное. Третий ряд. Теперь я вам покажу, как я перекручиваю нитки. Четыре темные. Нитки перекручиваю сейчас.
И вот в таком направлении. То есть против часовой стрелки. 4 темные. Десять светлых. Вот так перекручиваю. Десять. И 2 темные. Раппорт закончен. И так до конца ряда вяжем. Я еще раз вам покажу, как провязываю изнаночный ряд, как я перекручиваю нитки. Сейчас будем перекручивать по часовой. Закрыла темные и поднимаю светлую. Провязываю, темную подтягиваю. Здесь придерживаю. Закрыла светлые. И вот так поднимаю темную. И тогда вот эти нитки, что у меня закрутились при наборе петель, они раскрутятся. Ну, а вы бежите так, как вы привыкли. Итак, заканчиваем ряд. 4-й ряд, 6 темных. Шесть. 4 светлых. Четыре. 2 темных. Шесть светлых. Шесть. Раппорт закончен. Заканчиваю набор петель. И здесь у меня должно быть 6 светлых. Но кромочная у меня темная. Значит, я темную тяну в край. Шесть.
и кромочная темная. Теперь эту кромочную нужно закрыть, поднять светлую и закрывать ряд. Итак, вяжем до конца ряда. Заканчиваю ряд, но светлого цвета здесь нет. Значит, светлую можно не тянуть. Пятый ряд. Кромочная есть. 6 темных. Шесть. 12 светлых. Двенадцать. Раппорт закончен. В этом ряду, когда будете заканчивать последний раппорт, у вас в конце будет 12 светлых. Но вот эту темную нитку нужно тянуть в самый край. Шестой ряд. Кромочная. 8 темных. Восемь. 10 светлых. Десять. Раппорт закончен. Когда будете довязывать последний раппорт светлой нитью, то темную нить тяните в край, чтобы провязать кромочную петлю. Седьмой ряд. 10 темных. Кромочные. Десять. 8 светлых. Восемь. Раппорт закончен. Когда будете довязывать последний раппорт светлым цветом, то темную нитку тянем в край, провязываем в кромочную. Итак, вяжем до конца ряда. Восьмой ряд. 12 темных. Кромочная. Двенадцать. 6 светлых. Шесть. Раппорт закончен. Довязываете до конца ряда.
Провязывайте 6 светлых, темную тянем в край. Когда будете вязать в обратном направлении, то есть закрывать, закроете светлые петли, а вот здесь будет небольшой нюанс, я вам покажу. Эти пока не закрывайте. Так, заканчиваю я закрывать этот ряд. Закрыла все желтые. Теперь закрываю темные. А желтую мне нужно поставить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот над этой 7 петлей. Значит, желтую тянем до 7 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И желтую отставляем. И 9 ряд. 6 темных, кромочные. 6. И вот нам понадобилось светлое. 2 светлых. 4 темных. 4. И 6 светлых. Шесть. Раппорт закончен. Вяжете до конца ряда. В конце раппорта 6 светлых и темную тянем в край, чтобы провязать кромочную петлю. Закрываю я ряд. Вот 2 светлые провязала, и светлые должны вот здесь стоять. Значит, светлые тянем. Десятый ряд. Кромочные. 2 светлые. 10 темных. 10. 4 светлые. 4 и 2 темные. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда и закрываем. 11 ряд. Кромочные. 4 светлых. 4.
6 темных. Шесть. 4 светлых. 4. 4 темных. 4. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда и закрываем. 12 ряд. Кромочная. 6 светлых. 6. 2 темных. 4 светлых. 4. 6 темных. 6. Раппорт закончен. Так вяжем до конца ряда и закрываем. 13 ряд. 6 темных. 6. 4 светлых. 4. 2 темных. 6 светлых. 6. Раппорт закончен. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда 6 светлых, но темную тянем в край и провязываем кромочную темной ниткой. И затем закрываем. Закрываю я ряд, и светлый цвет нужно установить над второй петлей. Значит, мы светлый тянем. Провязываем 1, 2, 3. И вот тогда светлый встанет как раз над второй петлей. И дальше закрываем темным цветом. 14 ряд. 4 темных. 4. 4 светлых. Вот видите, как он стоит светлый?
6 темных. Шесть. 4 светлых. Четыре. Раппорт закончен. Когда будете ряд довязывать до конца, здесь у вас будет 4 светлых и темную тянем в край, чтобы провязать кромочную петлю. Затем закрываем. Вот когда светлые закроете, дальше я вам покажу, как закрывать. Заканчиваю закрывать ряд. И надо, чтобы светлый цвет встал над второй петлей. 1, 2, 3. И вот он встал над второй петлей. И дальше закрываем оставшиеся. 15 ряд. 2 темные. 4 светлые. 10 темных. Десять. 2 светлые. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда 2 петли светлым, а темную тянем и в конце провязываем кромочную темным цветом. И затем закрываем. Когда будете закрывать ряд до конца, закроете светлые. И здесь в конце я вам покажу. Итак, заканчиваю ряд. И нужно, чтобы светлый цвет встал вот над этой петлей. 1, 2, 3. И вот светлый цвет как раз над ней. 16 ряд. 6 светлых. 6. 4 темных. 4. 2 светлых. 6 темных.
6. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда и закрываем. И не забываем темную нитку тянуть в край, чтобы провязать кромочную петлю. 17 ряд. 6 светлых. Шесть. 12 темных. Двенадцать. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда, закрываем и не забываем темную нитку тянуть в край, кромочную петлю провязывать. 18 ряд. 8 светлых. Восемь. 10 темных. Раппорт закончен. Вяжем до конца ряда, закрываем и не забываем тянуть темный цвет в край. 19 ряд. 10 светлых. Десять. 8 темных. Восемь. Раппорт закончен. Провязываем до конца ряда, закрываем и темную нитку тянем в начало ряда. 20 ряд. 12 светлых. Вот здесь не пропускайте. Двенадцать. 6 темных. Шесть. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда, затем закрываем и темную нитку тянем в край. 21 ряд. 6 светлых. Шесть. 2 темных.
4 светлых. Четыре. 6 темных. Шесть. Раппорт закончен. Итак, вяжем до конца ряда и закрываем. И не забываем темную нитку тянуть в край. 22 ряд. 2 темные. Десять светлых. Десять. 4 темные. Четыре. 2 светлые. Раппорт закончен. Когда будете довязывать ряд, в конце ряда 2 светлые и заканчиваете, не забывайте, темный кромочный. 23 ряд. 4 темные. Четыре. 6 светлых. Шесть. 4 темных. Четыре. И 4 светлых. Четыре. Раппорт закончен. Напоминаю, когда будете заканчивать ряд, вот здесь будет 4 светлых. Значит, вы в край тянете темную кромочную. 24 ряд. 6 темных. Шесть. 2 светлых. Четыре темных. Четыре. 6 светлых.
6. Раппорт закончен. Когда будете довязывать ряд до конца, у вас здесь будет 6 светлых. Значит, темную нитку тянем в край. Заканчиваю 24 ряд. Закрываю его. Это последний ряд раппорта в высоту. То есть мы вяжем с первого ряда по 24. Первый ряд у нас начинается с 6 светлых столбиков тунисских. Значит, 24 ряд мы должны закрывать темным цветом, а светлую тянуть в край. Кромочная. И начинаем вязать с первого ряда. 6 светлых. Шесть. Ну и так дальше. И продолжаем высоту вязать. Высоту вяжем столько, сколько вам потребуется, сколько вы считаете нужным. Может случиться так, что полностью раппорт вам не нужен в конце. Поэтому вы можете связать половину раппорта, то есть 12 рядов. А эти 12 рядов можете уже не провязывать. Довязала я половину раппорта. То есть вот у меня 24 ряда, один раппорт. 24 ряда, второй раппорт. И 12 рядов, половина раппорта. Теперь мне нужно темной ниткой провязать, чтобы было так же, как в начале, и по бокам кромочные одного цвета, чтобы можно было потом аккуратно сшить. Я пробовала провязывать тунисскими столбиками последний ряд, но, видите, отверстия получаются. Поэтому я что решила? Ну, вы думайте сами. Светлую нитку я обрезала, вывязываю одну воздушную и далее провязываю столбики без накида. Вот за эти столбики без накида. И вот смотрите, теперь получается плотно и отверстий нет. Итак, вяжем до конца ряда и нитку отрезаем. Провязала я последний ряд столбиками без накида. И эту нитку отрезаю. Вторую часть, когда обвязываем последний ряд, темную нитку не обрезайте. Мы ею будем сшивать. Закончила я вторую часть подушки и нитку оставила. В этой части, вот здесь у меня были петли, я их распустила лишние. И вот так уголок получился. Теперь сложите. Вот я здесь закончила. Вот столбики без накида провязала. И здесь у меня столбики без накида. И вот нитка. Вот так складываем. Так, отрезаю нитку. Так, делаю узел. Так, вот сделала узел. Захожу тоже за внешнюю полупетлю.
затем в следующую и возвращаюсь в первую. И оставляю петлю с этой стороны. Для чего? Чтобы знать, в какую петлю мне заходить. Теперь захожу в следующую и в ту, откуда вышла нитка. Только старайтесь в нитку не попадать. Теперь эту затягиваю и оставляю петлю. Здесь в следующую и в ту, откуда нитка вышла. В следующую и откуда нитка вышла. Следующую и откуда нитка вышла. Главное не попасть в нитку, иначе вы не вытянете. Ну вот так я буду сшивать. Ну а вы уже там смотрите, кому как нравится. Сшивать нужно по всем 4 сторонам. После того, как сошьете, постираете, растянете, выровняете, высушите, и потом вы одну сторону разошьете и наполните наполнителем. И этой же ниткой опять сошьете. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.